Известно, что воронам нет равных по интеллекту не только среди пернатых сородичей, но и среди млекопитающих, включая дельфинов. Эти неприметные на вид птицы с черно-серым оперением славятся поразительным умом, не случайно орнитологи разных стран тестируют ворон на сообразительность, сравнивая их уровень с уровнем 4-летнего ребенка. Когда герой нашей истории взялся подкармливать прилетающую к его дому птицу, он не подозревал, какую необычную миссию суждено ей выполнить для его семьи. Дожив до седых волос, Эрик Баумер считал себя вполне счастливым человеком. Ведь прошлое было прекрасным, а в настоящем он находил столь необходимый в этом возрасте покой и умиротворенность. Вместе с Эриком золотую пору переживала его любимая жена Джилл. Они были неразлучны с юности, с первой встречи, когда поняли, что созданы друг для друга. С того дня они не расставались, вместе двигаясь по жизни. Хотя молодые люди были обвенчаны, с устройством собственного гнезда они не торопились, отдаваясь путешествиям и приключениям. Только спустя годы пара решила, что пришло время остановиться и подумать о семейном доме. Баумеры вернулись в родной город, и вскоре супруги испытали здесь незабываемую радость. Джилл забеременела. Теперь оба с нетерпением ждали появления на свет младенца, строя планы на его будущее. Новорожденную малышку назвали редким именем Гвинет, оно означает «счастье», «удача». Именно таким даром стало появление дочки для Эрика и Джилл. Вместе с ней родители как будто вновь вернулись в молодость. Они хотели научить наследницу всему, что знали и умели сами, что почерпнули из книг и общения с окружающим миром. Эрик и Джилл были замечательными родителями и смогли воспитать в ребенке лучшие качества – доброту, сострадание, любознательность, интерес к природе. В отличие от отца и мамы, увлекавшихся во время поездок архитектурными достопримечательностями разных городов, Гвинет больше всего любила наблюдать за птицами. Где бы она ни находилась, девочка предавалась этому тихому занятию. С биноклем и справочником в руках она часами рассматривала птичек, определяя их вид и породу, узнавая про них интересную информацию. Ей довелось увидеть немало редких и красивых экземпляров семейства пернатых, но самыми привлекательными для девочки казались обычные вороны. Она восхищалась их умом. То, как эти каркающие создания научились расправляться с грецкими орехами, бросая на дорогу и поджидая, когда машина их раздавит, приводило ее в восторг. Со временем у девочки собралась своя небольшая воронья стая, прилетавшая в сад Баумеров за угощением. Причем птицы появлялись в одно и то же время, по ним можно было сверять часы. Так продолжалось не один год. Особые отношения у Гвинет сложились с одной из опекаемых птиц вороной, у которой не хватало одного глаза. Возможно, она лишилась его при нападении хищного ястреба или просто неудачно наткнулась на острую ветку. Впрочем, отсутствие глаза не мешало птице быть самой шустрой и смышленой среди сотоварищей. Она стала любимицей Гвинет. Одноглазка, как назвала ее девушка, пользовалась особым покровительством юной хозяйки дома, ей обычно доставалась дополнительная порция еды. И птица отвечала добром на добро, она стала приносить девушке найденные где-то разные блестящие вещички, демонстрируя тем самым свою благодарность. Когда дочь Баумеров стала совершеннолетней, она приняла непростое решение пойти на службу в армию. Ей казалось, что это интересная и важная профессия, а о том, насколько она опасна, девушка не думала. Конечно, родители, узнав о выборе дочери, испытали противоречивые чувства. Они не хотели ограничивать ее самостоятельность и не пытались отговаривать, так как уважали ее выбор. Но в то же время Эрик и Джилл не могли не тревожиться за дочку, понимая, сколько рисков таит армейская стезя. Теперь им оставалось только молиться за любимого ребенка и надеяться, что с Гвинет ничего плохого не случится. Когда девушка уехала в военный лагерь, вороны несколько дней продолжали прилетать в привычное время, а потом перестали. Но ни Одноглазка, она не могла смириться с отсутствием Гвинет и каждый день появлялась в саду, извещая о себе громким карканьем. Видя ворону, которая по несколько часов ждет девушку, отец решил взять на себя ее обязанности.
Теперь пожилой мужчина, встав пораньше, готовил семена и орехи для пернатых гостей, и это было в радость, потому что напоминало о дочке. И ему спустя время удалось вернуть в сад воронью стаю, а с любимицей Гвинет, одноглазкой, Эрик подружился настолько, что птица совсем перестала бояться и стала принимать лакомство с его руки. Через некоторое время родители получили тревожное известие о дочери, о том, что девушка ранена в ходе заграничной операции и приедет в отпуск. Эрик и Джилл мучились неизвестностью, насколько серьезно пострадала Гвинет, как скоро они ее увидят. Никаких подробностей военные не сообщили, оставалось только ждать. Что самое удивительное, настроение хозяина почувствовала одноглазка. Желая как-то порадовать человека, ворона стала таскать ему блестящие предметы, как когда-то одаривала Гвинет. И однажды в клюве птицы оказалось старое кольцо, увидев которое мужчина заплакал. Это было серебряное колечко, подаренное им дочери, когда-то еще была ребенком, с гравировкой внутри. Девушка носила украшение много лет и очень переживала, когда потеряла его однажды в парке, гуляя с друзьями. Отец вспомнил, как плакала тогда Гвинет, горюя об утраченном колечке. Что значит теперь его возвращение? Супруги подумали, что это добрый знак, что подарок вороны означает скорое возвращение дочери. Так и случилось. Через несколько дней они встречали Гвинет в аэропорту. Девушка сошла с трапа самолета, и она не выглядела тяжело травмированной, только небольшие ссадины и ушибы. Счастливые родители обняли дочь, все трое были вне себя от радости. Позже Эрик и Джилл рассказали девушке, как они испугались за нее и как их успокоила одноглазая ворона, принеся давно потерянное кольцо. Для Гвинет это был настоящий сюрприз, похожий на чудо, она тут же надела колечко на палец. Можно представить, какой трогательной была ее встреча с пернатой любимицей, сыгравшей такую необычную роль в жизни семьи. Эта история еще раз показывает, как привязаны к человеку вороны, живущие рядом с ним в течение многих веков, насколько эти удивительные птицы способны понимать людей, сопереживать и отвечать добром на добро. А вы любите птиц? Вам что-нибудь дарили вороны?